Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами уделим внимание соли. Поговорим о том, как этот ценнейший дар природы вы можете превратить в волшебную вещь для себя, для своего дома и своих членов семьи. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы знать много полезной, важной и нужной информации. А также поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, цените и хотите, чтобы у них также все было прекрасно и хорошо. Итак, друзья, соль. О магических свойствах соли знают многие. Вспоминаем нашу химию. В химии соль называлась хлорид натрия. И соль применяют в магии еще с древности. А свойства этого природного элемента действительно уникальны. Этот колдовской ингредиент укрепляет биополе человека, очищает пространство, привлекает удачу и притягивает богатство. С ее помощью вы можете провести разнообразные обряды и ритуалы. И для этого не нужны какие-то особые знания и способности. И главное, соль есть на каждой кухне. И вот благодаря своей кристаллической структуре соль легко поддается заговорам. Она хранит вложенную информацию, а попав в радиус действия биополя человека, высвобождает ее. И так происходит программирование, поскольку между телом и ментальной оболочкой идет постоянный информационный обмен. Кристаллы добавляют в амулеты и талисманы. С их помощью также заговаривают еду и питье. Соль с особенным привкусом имеет репутацию надежного защитника от злых демонических сил. По-настоящему злых людей мало, гораздо больше несчастных. И вот эта неудовлетворенность жизнью порождает зависть, обиду и ненависть к более успешным людям. И все это в концентрированном виде может обрушиться на вашу голову. И вы знаете, защититься от злых людей вам поможет именно соль. Но сначала ее нужно подготовить к магической работе. Для этого сделайте следующее. Купите в магазине пачку соли, потом нагрейте ее на сковороде, и пусть она немного, но потемнеет. Затем рассыпают на новый платок и читают молитвы. Например, те молитвы, которые вы знаете, как вариант молитва «Отче наш». Затем оставляют соль на подоконнике на 3 дня, для того, чтобы сделать соль более сильным инструментом. И вот хранят эти готовые соленые кристаллы в глиняной посуде или холщовом мешочке. И здесь во время обряда очень важно верить в его действенность. Такой подход особенно важен из-за природной способности соли запоминать информацию. Если у вас веры в проводимый ритуал нет, то кристаллы скопируют настроение человека и закроют магический канал. Поэтому при проведении ритуала всегда покупают новую пачку соли без каких-либо добавок. Именно, друзья, каменную соль. И покупайте по правилам, под расчет, и помним, сдачу не берем. И лучшее время для проведения такого обряда от полуночи до 4 часов утра. И, друзья, вы можете проделать один простой, но очень действенный способ защитить себя негатива. Сделать так называемый мешочек добра. Для создания этого оберега вам понадобится немного времени для того, чтобы вручную сшить небольшой мешочек из натуральной ткани. Внутри положите немного соли, купленной именно в четверг, и завяжите шнурком из той же ткани. Цвет материала здесь не имеет никакого значения. И перед тем, как наполнить мешочек, кристаллы нужно заговорить, вложив туда соответствующую информацию. И скажите следующие слова. От злых людей защищаешь, все зло на себя забираешь. Хранишь меня от всех бед, да будет так. И эти слова произносят вслух, и оберег действует и без заговора, но с ним все-таки надежнее. И этот мешочек с солью нужно носить с собой постоянно.
Как вариант, можете, когда вы идете на какую-то встречу, мероприятие, можете повесить себе на шею, положить в карман или даже в сумочку. Бывает, что под воздействием негатива кристаллы меняют цвет, они темнеют, поэтому периодически их нужно проверять. При потемнении сделайте новый оберег, а мешочек закопайте в землю, желательно подальше от дома. Также, друзья, с помощью соли вы можете защитить и себя, и свою семью, а также дом или квартиру, в котором вы живете. Дом – это прежде всего уютный и безопасный уголок. И возвращаясь домой после тяжелого рабочего дня, конечно же, хочется отдохнуть и максимально расслабиться. И чтобы ваша крепость и правда была недоступной для зла, необходим защитный оберег из соли. Он выгонит всю негативную энергию и наполнит атмосферу вокруг вашей семьи гармонией и покоем. Чтобы в доме было меньше ссор, держите соль подальше от людей. Это немного неудобно, но стоит того, чтобы сохранить мир и спокойствие в своей семье. Если она у вас традиционно хранится на кухне, то все споры лучше перенести в другое место. Если ваш дом посетил неприятный человек, то рассыпьте соль из новой пачки по полу, оставьте так на 10-15 минут, а затем подметите веником и спустите в унитаз. Если вам снятся кошмары, то положите под кровать горсть крупных кристаллов, а утром спустите их в унитаз. Также можно поступить, если маленький ребенок плохо спит по ночам. Для того, чтобы недоброжелатель оставил свои намерения за порогом вашего дома, под дверной коврик нужно положить горсть соли. Наступив на него, посетитель не сможет вам навредить. После его ухода соль нужно обязательно поменять. Если при уборке дома в воду добавить немного соли, то вы также можете убрать весь скопившийся негатив. Соль по углам спальни защищает вас от низших сущностей. Это особенно полезно тем, кто страдает от ночных параличей. Это такое состояние, когда вы не можете пошевелиться и вам в придачу еще трудно дышать. И обращаю ваше внимание, если вы заметили солевую дорожку у своей двери, соберите ее веником и выбросьте на улицу. На кристаллы такие ни в коем случае нельзя наступать, для того, чтобы негативная информация не попала в ваше биополе. Доступная и надежная, друзья, помощница всегда у вас под руками. Не нужно бояться ее использовать, чтобы в вашем доме всегда был уют и покой. Друзья, вот такие вот советы мы хотели вам дать, важные, и самое важное, что это нужные советы, которые вам пригодятся в жизни. Используйте эту информацию во благо.